Я выступаю, то нужно побеждать, там уже какое состояние, неважно. Оба борца знают мою борьбу, как я их. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Здесь кто хочет, тот и побеждает. Заветных желаний встретиться с ним снова на ковре. Вот, наверное, не сейчас, что-то в будущем ждет тебя лучше. Я не знаю, что лучше Олимпиады. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Арслан Даци. Сегодня в рамках информационного агентства «Обзор Пресс» мы поговорим победитель турнира Super 4 Wrestling. Артур, можно тебя, пожалуйста? Чтобы люди увидели вот эту мощь борцовскую. Итак, какие эмоции, впечатления? Что сейчас в голове? Что сейчас в голове? Небольшое удовлетворение. Ну, слава богу, победил. Не знаю, недооценивать каждую победу. Но чуть полегче стало после Красноярска. Чуть-чуть. Ты прям восстановился? Потому что перерыв... какое вообще состояние? Я не сказал бы, что восстановился. Но неплохо себя чувствовал. Резерв был побороться. Вот поборолся. Если я выступаю, то нужно побеждать. Там уже какое состояние, неважно. Ты выступаешь? Я? Да. Выступил уже. Ну, я имею в виду абстрактно. Все, мы сейчас Артура Найфонова стабильно будем видеть на ковре? Смотря какой старт ближайший, я пока не знаю. Нужно чуть-чуть морально прийти в себя. Поражение всегда тяжело переживаю. Это турнир четверка. Вот все же, какая была схватка сложнее? Первая, с учетом того, что с тобой выступал, ну, можно сказать, представитель этой страны уже, Шаваев, или вторая, Даулет Беком? Поверите, оба борца знают мою борьбу, как я их. То есть здесь уже шахматы бывают, кто кого переиграет. С Маликом было тяжело очень тоже. Я не знаю. Очень непростой, очень сильный соперник, матерый. И поэтому и тяжело сложилось. Также и Азамат, такой титулованный парень, мужик. Как я могу сказать за них, что они слабые или кто-то сильнее, кто-то слабее? Здесь кто хочет, тот и побеждает. А класс примерно у всех один. Нормально. Понимаю. Знаешь, ты где-то сказал о том, что твой такой лозунг, что ли, переждал, переборол и пошел вперед, несмотря на сложности. Сейчас такая же аналогичная ситуация? Этот лозунг, да, будет со мной до тех пор, пока я, наверное, не буду удовлетворен собой. Я не зациклен на соперниках, на обстоятельствах. Просто пока не буду доволен собой, этот лозунг будет со мной. Ну и потом тоже, скорее всего. Нет предела совершенства. Если уходим в историю, Хасан Издани трижды тебя обыгрывал. Ты говорил даже где-то, что забрал мечту. Вот с ним схватка, она вот все же у тебя вот в голове? Или все ты отбросил? Она скорее уже невозможна, так как у него большой вес. Естественно, одна из моих заветных желаний встретиться с ним снова на ковре. С большим уважением к нему отношусь, но хочется все-таки снова с ним встретиться. И тогда уже слова не будут иметь значения. Это один из тех людей, на кого я равнялся. То есть он в 2016 году уже был олимпийским чемпионом. Очень атакующий, и поэтому был примером для меня. Знаешь, вот эта история с Олимпиадой из-за недопуска подбила, пошатнула вот эта история? Она, да, подбила, пошатнула, это не то слово. Лично я потерял как будто частичку себя, что ли, реально так и было, я не преувеличиваю. Просыпался, не понимал, что с моим состоянием. То есть понимал, но настолько все прям тяжело переживалось, что очень долго не мог прийти в себя. Но так суждено, мы верующие люди, поэтому мне тогда как-то сказали, наверное, не сейчас, что-то в будущем ждет тебя лучше. Но я не знаю, что лучше Олимпиады. Ну, в спорте, естественно. Поэтому посмотрим, потерпим еще. Есть еще порох. 86 один из самых конкурентных весовых категорий. И знаешь, я бы от тебя хотел услышать, да, знаешь, там 3-5 имени сегодня в России. Я не скажу твои соперники, но я скажу, кто ярко себя проявляет, по-твоему. В России? Ну, Ибрагим Кадиев, молодой
Не знаю, проспектом его назвать можно или нет. Он меня победил уже дважды. С переменными такими успехами идем. Аманула Расулов очень неплохой соперник. Уважаю его. Арслан Багаев. И много-много очень других ребят. 2 года назад мы Ибрагима даже не знали, а сейчас он заявил о себе. Поэтому молодежь растет, это не может не радовать. И я становлюсь более собранным, что ли, сейчас уже. Понимаю, что такие молодые ребята растут, а мне все-таки нужно забирать свое поскорее. И что дальше? Где мы увидим Артура Найфонова? Пока что дома во Владикавказе, всех жду в гости. А так, чтобы спортивной составляющей, наверное, какой-нибудь турнир выберу. До России еще очень долго, поэтому турнир, скорее всего, нужно чаще бороться. Спасибо большое, Артур. Поздравляем с победой. Спасибо, Арслан. Успехов вам всем. Спасибо. С нами был Артур Найфонов. Подписывайтесь на канал Обзор Пресс. Все самое интересное из мира спорта.